Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить запеченные сочные яблочки с добавлением овсянки, ароматных специй и изюма. Простой, вкусный и очень презентабельный десерт как на каждый день, так и к праздникам. Такой теплый десерт хорошо подавать со сливками или шариком мороженого, ванильного или карамельного. Очень вкусно, очень ароматно и очень просто. Такие запеченные яблочки очень нравятся как детям, так и взрослым. Как всегда, все ингредиенты для этого рецепта вы сможете найти в описании, и вы их видите сейчас на экране, и давайте готовить. И для начала подготовим начинку для яблочек. Здесь нам понадобится 40 грамм сливочного масла, оно должно быть размягченное, очень-очень мягкое. Также сюда я добавляю 50 грамм коричневого сахара, он добавляет очень приятный карамельный привкус, если нет, можно заменить на белый. Также я сюда добавляю немного мускатного ореха, буквально 1/8 чайной ложечки и пол чайной ложки корицы. Всю эту массу хорошенечко перемешиваем, именно поэтому масло сливочное должно быть очень мягкое. Перемешиваю я все это вилочкой до образования такого пастообразного состояния. Вот такая масса в итоге должна получиться. Это еще не все, сюда я также добавлю 1/4 стакана овсянки быстрого приготовления. 1/4 стакана овсянки это примерно 21 грамм. Можно буквально чуть больше, буквально чуть меньше, ничего страшного. Также вмешиваем овсянку в эту пастообразную массу. Также в эту массу можно добавить либо клюкву, либо орехи, я же добавляю изюм. Изюм у меня очень мягкий, поэтому я его не замачивала в этот раз. Если изюм суховат, его нужно предварительно немножко замочить в воде, потом воду слить, изюм просушить и только потом добавить его в смесь. Перемешиваем всю эту смесь, и смесь готова. Этот рецепт рассчитан на 4 яблока среднего размера. Вот такие у меня яблочки, ровно 4 штучки. Нужно будет сейчас убрать серединку, но сделать это так, чтобы не повредить донышко. Вот эта часть должна быть целая. Вырезаем большую часть серединки примерно вот до сюда. Это, пожалуй, самая сложная часть этого рецепта. Для этого нам понадобится вот такой короткий, лучше взять ножик, очень острый. И начинаем немного под углом вырезать серединку. Сначала я снимаю верхнюю часть, аккуратненько обрезаю все по кругу. Делаю небольшую дырочку, вынимаю вот этот верх и потом выскребаю оставшиеся семечки и жесткую серединку. Можно это сделать либо ножом, либо если у вас есть ложечка с острыми краями, которой хорошо можно подцепить сердцевинку яблока, можно воспользоваться и ложечкой. Все, мое яблочко чистое, вот так оно выглядит, в серединке ничего не осталось, но донышко сохранилось. Донышко обязательно должно быть сохранено, потому что мы будем дальше наливать воду, и мы не хотим, чтобы яблоко все было покрыто водой внутри. Ну и все, начинка готова, яблоки готовы. Начинку я делю на глаз примерно на 4 части, беру 1/4 ложкой и заполняю яблочки до самого верха. Этот рецепт очень хорошо просчитан по ингредиентам, поэтому если вы возьмете вот такие средние яблоки, как у меня на кадре сейчас, то начинки у вас тоже абсолютно не останется. Она заполняет полностью все яблочко, не торчит сверху и ничего никуда не вылезает. Для запекания яблок нам понадобится небольшая форма, небольшого размера, либо квадратная, либо круглая. Яблочки должны стоять на небольшом расстоянии друг от друга, примерно 1,5 см, но при этом форма не должна быть слишком большой. Наливаем на дно яблок 180 мл теплой воды. Вода обязательно должна быть теплая, иначе холодная вода займет слишком долго времени для того, чтобы согреться, и яблоки не начнут выпекаться, пока она не согреется. Все, ставим яблочки выпекаться, температура выпекания 190 градусов по Цельсию или 375 по Фаренгейту, и яблоки будут выпекаться 40-45 минут. Мои яблочки уже запеклись, прошло 45 минут, и теперь я подхватываю немного сока, который выделился на донышко моей чашки, и оболью кожицу яблок. Таким образом мы вернем немного влаги кожицы, и она не будет такой жесткой. Самое главное не залить серединку сильно, иначе она намокнет. И вот такое яблочко у меня получилось. Оно получилось просто идеально внутри, сверху мягкое, ближе к середине оно более такое, сохраняющее форму и текстуру, но не жесткое и не хрустящее. Сверху у него хрустящая корочка из-за запеченной овсянки, и внутри очень ароматный изюм, это специи, очень ароматное, очень нежное яблоко. Мне очень нравится в этом яблоке именно текстура, потому что оно само мягкое. Овсянка запеченная, есть такой небольшой легкий хруст и при этом большая такая нежность и сочность от самого яблока. Изюм добавляет сладости, очень приятный тоже вкус. Очень вкусное яблочко, оно все еще горячее. Эти яблочки очень вкусно подавать с мороженым, очень вкусно, они хорошо сочетаются со сливками, в принципе, и так на ваше усмотрение. Вкусный десерт для взрослых и детей.
Если у вас остались какие-то вопросы, на вопросы я отвечаю в комментариях.